А как часто бывает в дизайне, неудачный вариант мы просто выкидываем. Разберем элемент кнопка. Вот это вот читается уже как текст «Я согласен на подписку». Стоковые картинки — это говно полное. Что у нас произошло? Привет! Сейчас я буду создавать сайт в Figma в режиме онлайн. То есть в этом видео я покажу, как я сам бы подходил к созданию сайтов, как бы делал все пошагово. Возможно, будут какие-то поиски. Я, честно, сам не знаю, что из этого получится. Я хочу сделать промо-сайт, который посвящен заказу презентаций. Давайте я переключусь на экран, и мы начнем. Начнем с того, что мы создадим экранчик 1440 на 1024. Мне чуть-чуть поможет ChatGPT, потому что я тут позадавал парочку вопросов, погенерил картинок. Не факт, что они будут нормальные, но надо бы с чего-то начать. Вот типа герой-секция. Это примерная инфа, конечно, над инфой надо думать много и усердно. Дайте вашим идеям силу впечатляющей презентации. Так, делаем из этого текста заголовок, интер нормальный шрифт, но смотрите, у нас есть буллет, который мы должны убрать, убирается это вот здесь. Ну и, конечно же, шрифт должен быть большим, чтобы он на себя обращал самое главное внимание. Так, сейчас мы сделаем длинный сайтик. Примерно высота первого экрана это 750 пикселей. А вот он будет у нас первый экран. Заголовок у нас будет примерно пока по центру. Я какую-то в чате GPT генерил картинки. Ну давайте примерим. И мы сделаем поменьше иллюстрацию. Так, ну на первом экране должно быть, как говорят опытные маркетологи, самое главное это мысль. Мысль о том, что здесь делают классные презентации. Что-то мне шрифтом не нравится. Давайте возьмем, поищем. Здесь у этого шрифта есть какое-то такое небольшое скругление, что мне... Ну, во-первых, я использую бесплатные шрифты из Google Fonts, авторские права и прочее, я не готов покупать шрифт. Но для какого-нибудь классного проекта, конечно, надо подумать про шрифты. Мне кажется неплохим этот шрифт. Здесь есть небольшие скругления, то есть это говорит о том, что он не такой серьезный, как четкий рубленый шрифт. Вот. И в том числе, ну и в то же время он хорошо считывается, он такой акцентный, тяжеленький шрифт. Вот. Не знаю, как это на ощущениях описать, но вот часто надо именно на ощущениях. Шрифт с засечками, он характерен для, ну давайте далеко, чтобы не ходить, выберем какой-нибудь шрифт, вот, например, PT Serif. Видите, как будто есть ощущение, что газета, полиграфия какая-то. Вот у меня такие ассоциации. То есть, наверное, вот это подходит, потому что здесь такая футуристическая картинка. Кстати, вот у нас еще есть одна иллюстрация. Давайте-ка мы ее тоже на всякий случай примерим. Что я обычно делаю, когда примеряю? Делаю дубликат и фигачу вторую иллюстрацию. Смотрю на картинку здесь, смотрю на картинку здесь. Окей, давайте попробую я эту картинку немножко тоже поапгрейдить. Для этого я беру линейный градиент. Так, немножко наложения, 90. Вот, и смотрите, ага, она должна находиться поверх. Значит, вот этот вот переход, он заметен. Здесь добавим эффект Background Blur. Видите, разница стала почти незаметной. Вот здесь вот только где граница проходит, есть какой-то эффект цветовой. Ну, можно сделать еще один блюр. Option Command C, копирую свойства, Option Command V вставляю. Background Blur и добавляю еще Layer Blur. Здесь градиент и где-то граница проходит. Вот здесь как будто бы граница проходит. Так, опять к градиенту обращаемся, смотрим. Если вы когда-то работали с фотошопом, технология такая же. Так, посмотрим на второй вариант. Не знаю. Мне вот эта иллюстрация больше нравится, потому что здесь больше границ. Ну, здесь красивее, что ли, как-то. Ну, то есть какой-то минимализм есть, фантастика и минимализм. Давайте вот эту иллюстрацию оставим. А как часто бывает в дизайне, неудачный вариант мы просто выкидываем. Поехали дальше. Так, что у нас и здесь? Подзаголовок. Создаем креативное, визуально привлекательное. Ой, как хорошо, что чат GPT еще далеко до того, чтобы делать нормальный текст. Ну, нормально, в принципе, шрифт. Я бы его, наверное, оставил. Но сейчас посмотрим. Да нет, может быть, что-нибудь попроще
подумать. У нас этот Рубик скругленный. Давайте посмотрим тем же шрифтом. Да, если можно не делать большое количество разных шрифтов, лучше не делать. Экономьте визуальные элементы, потому что они где-нибудь могут понадобиться. Что-то отдельно выделить. Пока нам здесь хватает абсолютно того, что есть. Посмотрим, как верстается изображение. У нас есть условно какой-то элемент, который находится справа, визуальный элемент большой, и есть противовес ему текст. И по ощущениям это хочется выровнять. А по правилам верстки текст тянется куда-то в угол. То есть вот если смотреть, здесь он более приятно смотрится, нежели где-то в центре. На мой взгляд, вот так вот, наверное, поприятнее. Опять-таки, с появлением каждого последующего элемента, тут как будто приходится перешатывать немножко композицию, ну потому что каждый элемент влияет на другой элемент. Сейчас я кнопку добавлю, вообще может все слететь, а может и нормально станет. Вот этот вот текст уже здесь хочется поджать. Когда был только текст самого главного оффера, его хотелось сделать межстрочный интервал больше, но сейчас я вижу, что вот рядом стоящий текст создает именно контраст межстрочного интервала у того и у того, сравнивается. Вот здесь мне сейчас хочется сделать побольше. Так, я делаю побольше? Надеюсь, делаю. Не хочу вводить цифры, я смотрю на взгляд, как это. Ну, типа по математике, если там на математику ориентируетесь, да, 175%, если вы любите математику, 175% считается вариантом, когда у вас узкий текст, то 50% считается такой средний вариант, но тоже близко к узкому тексту. Вот это вполне норм. Но я бы сделал здесь 130, например. И мне кажется, вот для меня это получше. Здесь 120. Давайте сделаем. Да. Тут смотрите, чтобы вот эти вот вещи как-то прокачать, нужно надсмотренность, нужно брать, копировать, нужно делать, смотреть по ощущениям, как вам больше нравится, как лучше, как хуже. Только с практикой это все придет. Поехали дальше. Создаем кнопку. Кнопка действия «Заказать презентацию». При клике пользователь перенаправляется. Что мы делаем? Мы пишем текст, заказать презентацию, делаем текст белым, пока что белым. Опять этот пресловутый стиль отключаем и добавляем, делаем автофрейм из текста. Так, во-первых, давайте поймем, какой у нас размер текста будет у кнопки. Я бы предложил его сделать такой же, как шрифт подписи, и только бы поставил болт. А теперь давайте посмотрим с цветом кнопки. Во-первых, кнопку лучше делать скругленной, пятерочку поставим и заливку. Мне кажется, сейчас модная тема с градиентами, и я бы взял что-то стоящее из градиентов, но акцентное. То есть это какой-нибудь такой цвет, плюс надо добавить какого-нибудь другого цвета. Так, получше. Так, мне нравится больше. Смотрите, разберем элемент кнопка. Внутри кнопки вот это расстояние между словами меньше, но все равно достаточно близко к расстоянию между краем кнопки и началом заголовка. Плюс сам текст, буквы такие тяжелые, и лично у меня ощущение, что вот эти 10 пикселей не спасают ситуацию, хочется сделать пошире. Ну и немножко повыше. Скругление в 5 не очень заметно. Я бы сделал 7, сделал вот такие более правильные скругления, говорят. Так, а давайте медиум попробуем. Более выразительно медиум, мне кажется, кстати говоря. Презентация, пам-пам-пам. Давайте посмотрим, что у нас получается сейчас. Что-то здесь пиксель. Так, вот эти вещи крайне советую не допускать, потому что это неаккуратность, которая потом на этапе верстки всплывет, ну и вообще другой дизайнер увидит, стыдно будет. Слушайте, я бы все прибил к левому краю. То есть давайте еще раз, какие есть правила для верстки? Есть один элемент и есть другой элемент. Базовые правила верстки говорят о том, что тяжелые элементы стремятся к краю. То есть вы можете взять все элементы, расположить по углам, и будет, в принципе, нормальная композиция. Ну, единственное, вот если круг чуть больше, он от себя вот эти отталкивает. То есть здесь такие силы напряжения, идет как магниты, и вот все тянется туда, да. То есть вот сила здесь большая, она давит сюда, и хочется как-то расположить. Конкретно в нашем примере есть иллюстрация. Она не такая тяжелая, как вот этот синий цвет. Примерно по ощущениям она полегче, хоть и объемная. И у нас есть три элемента: заголовок, подзаголовок, это вот такой легенький цвет, и кнопка. Мне нормально вот так. Но вполне можно разместить и по-другому. Например, прямо по центру. Это более сложный вариант, но можно. Достаточно легкий вариант.
это прям выровнять по левому краю. Центральная верстка достаточно сложно бывает. Что еще можно сделать? Можно было бы теоретически сделать это вот так. Ну, как-то здесь облегчить текст или сделать его наоборот больше. Здесь эти элементы пойдут вниз. Ну, тоже так возможно. Чего нельзя делать? Не очень хорошо сделать вот кнопку поменять местами. Кнопка более активный элемент, более тяжелый. Если поменять местами, ну, вот это вот плохо выглядит. В чем плохо? Такое мое мнение. Вот это вот читается уже как текст «Я согласен на подписку», да, или нажимая на эту кнопку, вы соглашаетесь со всем, чем только можно. Какая-то подпись непонятная. И этот текст в том положении воспринимается как необязательно, как дополнение заголовка. Я думаю, с этой страницы мы, наверное, пока завершим, но продолжим следовать вот этому нашему плану. Очень частый блок о нас. Давайте мы подумаем. Берем опять заголовок. Не знаю, насчет фона. Такое ощущение, что придется его как-то... Придется его делать везде. Я бы продолжил эту же верстку. То есть по одной линии. Да, я, кстати, не делал сетку. Сетку бы я в последнюю очередь начал проверять и смотреть. Почему так? Я сеткой не пользуюсь. Я считаю, что сетка мешает. Но поначалу я сеткой пользовался. Возможно, она у меня ушла куда-то на подсознательный уровень. И я пытался ставить по сетке. Но в определенные моменты и у коллеги у опытного я понял, что сетка может мешать. И я сначала расставлял без сетки, потом ставил сетку и уже с сеткой равнял. В целом, я сейчас смотрю, в принципе, по какой линии выстраивается контент и примерно ориентируюсь. Если нужно, сетку уже добавляю, точнее вот ставлю такие направляющие линии и к ним привязываюсь. Поехали дальше. Пишем о нас. Мы тут команда профессионалов, бла-бла-бла. Наши принципы есть. Хорошо. Шрифты экономлю по полной. Command-Shift-V вставляю с тем же стилем, который был до этого в тексте. Смотрите, здесь не хватает иллюстрации. Вот, какой-то там фотки команды. И она куда-то сюда напрашивается. Ну, либо сюда. Давайте подумаем, как мы это сделаем. Ну, как мы это сделаем? Мы пойдем... Чтобы у меня не было проблем с авторскими правами, я сейчас сгенерю фотку. Конечно же, если вы делаете реальный проект, нужно сделать нормальные фотки. Что можно сделать? Самый классный вариант. Пойти взять всех отфоткать. То есть найти референсы. На каком-то сайте видел там фото директора, то ли хмурое лицо, то ли обычное лицо. Ну, очень прикольно, мне понравилось. Наводишь мышку, он становится веселый или там праздничная шляпка одевается. То есть это вообще классный эффект. Вот, и такие маленькие фотки. Там ключевые сотрудники перечислены, ты на них наводишь, там они еще меняют эмоцию. Это выглядит прикольно. Можно общую фотокоманду, вот как мне сейчас сгенерил ChatGPT. Вот, да, почему нет? Давайте возьмем это. Ну, на самом деле, такие вот стоковые картинки, это говно полное, потому что оно распознается очень быстро. Ну, блин, конечно, здесь какой-то кошмар. Мы в учебных целях берем это все. В реальных проектах, ну, конечно, я не рекомендую такое делать. Но давайте посмотрим, как у нас верстка работает и прочее. А вот она появилась у нас картинка и вносит беспредел в повествование сайта, который у нас есть. Есть несколько вариантов, как сверстать здесь картинку и заголовок, чтобы это было нормально. Мне кажется, самый лучший вариант сделать это таким образом. Так, люди, смотрящие, вот это прям девушка меня совсем со своим взглядом смущает, простите, я ее обрежу. Кофе обязательный атрибут айтишников, лофт-стиль и ноутбуки. Пользуемся стереотипами. Итак, у нас команда профессионалов, и давайте мы здесь об этом и напишем. Текст 20. Этот текст, если смотреть Shift 0, в принципе нормально читать. То есть вот если я посмотрю 100% расширение, 100% масштаб, то его нормально читать, и это для промо-сайтов вполне подойдет. Здесь формат иллюстрации мне не очень нравится, и ее хочется чуть-чуть обрезать. Вот, и скруглим. Кстати, можно скруглить вот за эти штучки, пользуйтесь. Скругление у кнопки у нас 7. У иллюстрации я сделал 12, иллюстрация побольше. Ну, а давайте здесь попробуем 12 тоже сделать. Сохраните переменные. Если вы где-то скругление сделали у кнопки, у такой же кнопки, но она точно должна быть таким же. Вот. У иллюстрации чуть-чуть может быть другим, но тоже не сильно большая разница должна быть. То есть объект побольше может иметь больше скругления, но не супер большое. Тоже имейте в виду. Смотрите, после текста вот здесь должно быть пространство, это нормально. Какая-то площадь. Ни в коем случае, кстати, не делайте вот так вот текст. Это ужасно, потому что вот это расстояние, оно мешает читать. Это нельзя делать.
Вот, его даже Figma убрала куда-то в троеточие для совсем отчаянных людей. Ну, вроде здесь добавить нечего, давайте посмотрим, что у нас еще есть за блок. Наши принципы. Кстати, мы верим, хочется курсивом написать, ну, типа это цитата, да, давайте сделаем это как цитату. Что важно для дизайнера? Важно знать знаки кавычек, тире, прочее. Дизайнер не должен допускать такую оплошность и пропускать кавычки в виде вот таких вот компьютерных кавычек. Сообщество дизайнеров — это прям большая ошибка на невнимательность. Кавычки, черточки вместо тире — это моветон, я не знаю даже как выразиться. Это неаккуратность, наверное, я бы так сказал. Представьте, вы бы вместо запятой ставили точку с запятой. Типа понятно, что все понимают, что это тире, но это короткий дефис. Не знать эту разницу дизайнера — это плохо. Наш принцип, кажется, здесь все-таки один принцип. Спасибо, чат GPT. На этом экране все прикольно. Мы здесь ломаем ритм. То есть был ритм такой право-лево. А здесь бах по центру. Почему так? Потому что когда все становится предсказуемым, это начинает становиться скучно достаточно быстро. Поэтому важно периодически ломать ритм. Это есть и в музыке, есть много где, и в логотипах есть то же самое. В промо-сайтах или в музыке это особо важно. То есть была музыка одна, потом резко какая-то пауза, потом начинается ритм другой. То есть это для нас что-то цепляет, это пробуждает интерес какой-то. Вот. Но смотрите, такой момент. Я здесь сделал центральное выравнивание, но как будто здесь не хватает какого-то элемента, который за собой как бы уведет внимание зрителя. То есть он читал, тут, да, понятно, можно по центру сразу сакцентироваться, но я бы добавил какой-нибудь фоновый элемент и сделал бы поддержание какого-то стиля, что ли, я бы так выразился. У меня есть идея, точнее идея взята из плагина. Плагинов вообще очень много, можно сделать что угодно. По-моему, в этом плагине я видел бесплатные абстрактные фигуры вот такие. Мне кажется, их вполне можно притащить. Вот у меня вот здесь место как будто напрашивается на какую-то вот пружинку. Так, видимо, он for frame вставляется, создадим фрейм и вставим сюда. Вот, видите, ничего сложного. 3D модель вставляется из базы. Тут, короче, про плагин, да, давайте вот плагин покажу. Здесь есть мукапы, можно какие-то там ставить, добавляем дизайн, обрезаем дизайн, так, например, все. Я могу ставить сюда свой дизайн, там типа условно любой вставляю, готовый мокап. Это даже бесплатная версия. То есть подобрать вот это все можно без проблем. Вот, пожалуйста, делаю сайт аптеки, у меня вот такая таблетка есть. Есть иллюстрации какие-то, можно выбрать, вот, пожалуйста. Вот как раз про посмотрим. Всего за $6. $12 в месяц, было 6, стало 12, ну ладно. Вы можете взять эти иллюстрации, вставить, попросить клиента оплатить 6, 12, $14, и вам сэкономит кучу времени. Много уже чего доступно бесплатно. Вот эту вот иллюстрацию, сюда я вставляю свой дизайн, он подбирает, вставляет, кайф. Ну ладно, она слишком акцентная, поэтому сделаем ей opacity 50%. И вот как будто бы она идет от картинки за картинкой. Как я думаю, я прочитал, увидел вот эту вот штуку, кривая настроение, но лучше ее отдельно как-то подставить хочется, как будто бы она должна и вертикально, и еще горизонтально. Мне кажется, вот такое ее положение вполне оправдано. Я бы еще подвигал, честно говоря, может быть, куда-нибудь сюда, 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 сюда. Так, что у нас еще есть? Вот такой вот круг, да? Я бы, может, поменьше opacity сделал еще. И добавил бы эффект при прокручивании, знаете, такой фриз небольшой. То есть он будет замедляться, а прокручиваться медленнее. То есть это будет выглядеть типа где-то вот здесь оно начнется и вот здесь вот прокрутится. Так, здесь мы картинку скруглили, все хорошо, поехали дальше. Как мы работаем? Шаг 1. Понимание вашего проекта. Вот здесь, честно говоря, такой опять стабильный прием, но не знаю почему, но он хорошо работает. Ну и возможно уже почему хорошо работает, потому что привыкли пользователи к такому. И что я скажу? Напрашиваются иконочки. Хочется что-то подобное использовать. Шаг 1. Понимание вашего проекта. Нам нужно что-то вроде цифры. Сделаем маленький подзаголовок. Автолайаут. Так, давайте что-нибудь с цифрой 1 попробуем сделать. Опять запускаю плагины. Есть такой замечательный плагин, называется Brush. Сейчас я вот эту циферку пока уберу.
Запускаем плагин Brush. И опять-таки здесь очень много разной стилистики. Что-то есть бесплатное, что-то вот есть Pro. Можно, конечно, самим взять, отрисовать, но можно не тратить время и попробовать. Так, я здесь присмотрел такой вот бесплатный пак. Здесь есть иллюстрация коммуникации. У нее можно там вот выбрать какой-нибудь бэкграунд. Ну, в принципе, нам особо не важно. Перекрасить. Перекрасить можно только на Pro. Без проблем. Мы, короче, вставляем это вот сюда. Так, понимание, разработка концепции. Концепции, допустим, это пусть этот мужчина будет с формами, да, формами. Да, он с формами и такими кружочками. Так, сюда его. Дизайн и реализация. Финальной правки доставка звучит как-то странно. Я предлагаю дизайн и реализация сделать последним шагом. Пусть будет такая тумбочка с цветком. Окей, давайте, чтобы примерно понимать объем, он будет таким. Чуть-чуть поменьше шрифт надо сделать, потому что здесь не влазит. Так, смотрите, что мы сделаем? Мы сделаем здесь автолайауты. Мы это все соберем в слои. У каждого автолайаута мы сделаем вытягивание full container. Теперь мы у их самого главного вытягиваем уже у текста. Мы делаем вытягивание не fixed, а fill. Делаем отступы 20 и отступы между, давайте 60. И теперь самый главный fill, самый главный автолайаут. Можем чуть-чуть потянуть, посмотреть, как лучше будет. Все, мы сделали там примерно 3 пункта. Здесь пока я не знаю, пока хочется, не хочется отойти. Наверное, хочется скорее отойти от этой линии, но давайте пока не будем сильно отходить. Выровняем. Да, кстати, здесь можно сделать авто. А нет, некрасивый отступ. Выравниваем 81. Кстати, минус, когда ты делаешь отступы на глаз, а потом оказывается, что все нужно подвинуть на 1 пиксель. Итак, что можно сделать с иллюстрациями? Берем иллюстрацию, перетаскиваем сюда. Не совсем подходит, потому что они черные на черном не очень. Есть еще второй плагин, которым мы тоже воспользуемся. Как я понял, этот плагин работает по такому принципу, что он берет то изображение, которое есть, и как-то через AI его обрабатывает. Вот, появился объем. Интересно. Мы можем такие иллюстрации и вставить, и посмотреть, что у нас получится. Выглядит прикольненько. То есть вот здесь можно, конечно, кропнуть. Вспомним скругление в 12 и подставим сюда. Вы вначале видите пробел, чуть не заметил. Кстати, если в фигме не копировать, то есть вот я копирую, редактирую текст, ничего не нажимая, перемещаюсь, снова выбираю текст, так работает быстрее. Но я думаю, вы и так это знаете. Одна иллюстрация есть, она выглядит прикольно. Конечно, минус вообще всяких GPT-шек в том, что они могут генерить разные варианты. Посмотрим, что у нас сейчас получится. То есть, либо нам придется искать новые иллюстрации в прошлом плагине, либо будут плюс-минус одинаковые. Ну, либо пойти куда-нибудь еще в Midjourney. Понятно, при большом количестве кадров, при большом количестве подходов можно сделать крутой результат. Но нужно на это время тратить, а время зависит от бюджета. Что у нас произошло? Не знаю, если у нас вдруг не записалось, рассказываю, что я опять запускал плагин, Mockup плагин, и генерил картинки на основе других иллюстраций, которые бесплатные. Бесплатные иллюстрации я получил в плагине Blush. Здесь выбрал стилек, вставил, и уже другим плагином я генерю стилистику этих иллюстраций, чтобы они были цветные, ну и типа а-ля как нарисованы. Выбираю стилистику No Style, выбираю это изображение и нажимаю генерить. Пока я генерю, я говорю, что можно также генерить еще и в других изображениях. DALL-E неплохо справляется, если вы детально описываете, какое изображение должно быть. Но это Pro-версия. Когда ты генеришь, ты можешь еще кисточкой выделить, что тебе нужно перегенерить, и она дополнительно перегенерит. Midjourney рисует красивые картинки, но они как-то, конечно, однотипные, типичные. Вот. Steph Diffusion еще есть, тоже там вообще огромный пласт экспериментов, так что смотрите, можете использовать это в своей работе. Можете, конечно, нарисовать свои иконки, но вот зачем тратить время, если для наших целей
подходят вот такие вот решения. Опять-таки, да, все зависит от бюджета. Хочет клиент какие-то свои иконки. Класс, рисуем. Чуть бюджет выше. Согласен ли клиент выбирать из того, что есть? Потому что вот смотрите, вот мне нагенерил здесь сейчас вот этот вот плагин. Вот, допустим, мне не понравилось, мне вот эти круги надо убрать. И я не могу вот так вот просто взять эту картинку, загрузить и сказать, бери круги. Он мне перегенерит картинку, будет какая-то новая, другая картинка. И если там клиент хочет внести мелкие правки, ну тут, извините, тут не факт, что получится. Даже далее, вот в котором я генерю, он не всегда изображение показывает похожими. Все ему говорю, сделай такое же изображение, только пошире. Он генерит другое изображение, но пошире. Вот, поэтому я бы тут обсуждал с заказчиком, подходит этот вариант, не подходит. Все от бюджета зависит. То есть потратить больше времени, конечно, можно. И переделать. Так, я вставляю эту картинку, и, конечно же, по принципу я ее хочу отмасштабировать, чтобы было понятно, что здесь человечек пытается коммуницировать. А не очень хочется обрезать ногу, поэтому делаем чуть-чуть поменьше. Делаем скругление 12 и смотрим, что у нас получилось. Смотрите, здесь заголовок стал слишком близко. Есть правило ближнего дальнего, и вот так заголовок выглядит получше. Давайте посмотрим, что у нас получилось. И посмотрим мы это в прототипе. Почему я люблю в прототипах смотреть получившийся дизайн? Потому что я выбираю здесь 100%. Это то, как будет сайт выглядеть прямо в браузере. Я здесь не занимался сейчас адаптацией и прочим, но тем не менее. Что у нас получилось в итоге? Смотрим. Заголовок, иллюстрация. Вот сейчас хочется вот здесь чуть-чуть подвинуть, но тем не менее. Дальше блок о нас. Такая штучка, которая привлекает внимание. Наш невнимательность, наш принцип. Option H или Option R русская делаю по центру. Опять идем сверху. Иллюстрация, команде, наш принцип, 3D элемент. И пошли такие своеобразные иллюстрации, как будто нарисованные художником, в том, как мы работаем. Мне кажется, здесь можно еще нарисовать футер, типа как какие-то контакты дать, да, и добавить 3D элемент. Давайте добавим контакты. Здесь будет адрес. Можно еще попнуть сюда карту. По-моему, есть плагин, который рисует карты. По-моему, он Maps называется. Maps Maker, да. Не знаю, кстати, как он работает. Сейчас посмотрим. Ого, адрес он есть. Так, не знаю, как это работает. Я попробую скопировать код. Так, ладно. Я не скачаю, я делаю просто скриншот и вставлю его вот сюда. Что еще здесь можем сделать? Мы здесь делаем, конечно же, скругление, как и у других иллюстраций, которые у нас есть на сайте. И я бы уменьшил здесь яркость этой картинки. Так, адрес. Мне что-то здесь сверху, кстати, стало меньше нравится. Я бы, возможно, это немножко опустил. Смотрите, вот здесь такой перепад есть какой-то непонятный. Кстати, давайте проверим расстояние. Здесь у меня до иллюстрации пусть будет 40 пикселей. Между иллюстрациями 108, значит здесь должно быть, ну, соизмеримо. Здесь тоже где-то должно быть 40. Ого, хорошо. Здесь 44, и я бы, наверное, ну ладно, давайте 40 везде поставим. Здесь 54. 54 оставим, потому что там побольше размер. Значит, вот здесь вот отступы кажутся большими. Если посмотрите, то здесь должно быть расстояние поменьше быть, потому что расстояние от картинки до заголовка и от заголовка до текста, оно должно быть разное, и оно подсказывает, что к чему относится. Я бы так сказал даже. Иллюстрации хочется немножко повыше поднять. Так, здесь я не могу поставить 40. На что мы смотрим опять? Смотрим на соотношение ближнего и дальнего. Здесь вот расстояние между этими картинками. Вот если мы поставим 40, то как мы работаем, прилипает вот к первой иллюстрации, к первому блоку. И это не совсем правильно. Ну, точнее, кажется, что здесь первая картинка показывает, как мы работаем. А если бы были бы заголовки, как мы не работаем, то они бы вот так соотносились. Что можно с этим сделать? Ну, во-первых, поднять немножко, чтобы было соотношение побольше. Ну, хотя бы визуально так. Как мы работаем, наши работы. Итак, что мы можем здесь сделать? Мы можем
переписать заголовок, заголовок чуть выше убрать, и композиция лучше соберется. Этапы нашей работы, да, то есть не как мы работаем, этапы нашей работы. А поставить по центру тоже можно, но нужно делать это аккуратно, чтобы вот это вот расстояние до картинок, говоря, вот это 108. Здесь должно быть тоже 108 или больше. Вот так иллюстрации будут между собой взаимодействовать группой, а над ними общий заголовок. Несмотря на то, что везде заголовки и до контента 40, здесь мы делаем такое исключение. В дизайне важное исключение, нужно это понимать. Можем забить на это правило и сделать типа 40. Будет хуже, потому что, повторюсь, в первой картинке оно все больше относится, нежели к всем остальным. Некоторые еще ребята делают здесь центральную выключку, выравнивание по центру. Это тоже возможно, но лично мне не нравится. И почему, объясню. Когда весь текст по левому краю выровнен, мне удобнее читать. Сейчас я побольше сделаю. Пам-пам-пам. Вот смотрите, дизайн и реализация, и я читаю таким образом. У меня взгляд доходит до конца, потом возвращается на начало, привычное место, и все быстро прочитываю. Здесь же взглядом мне приходится ловить точку начала. Я сначала прочитаю здесь, потом прочитаю здесь, потом мне нужно прийти в другое место, в самом начале, прочитать здесь, и вот глаза немножко бегают. Есть какие-то исследования, я, честно говоря, не помню, что так сложнее читать. Поэтому рекомендуется делать по левому краю, как я сейчас и сделал. Вернемся обратно к этому экрану. Здесь контакты, и вот у нас всего один элемент, который повторяется, ну, а-ля типа фирменный стиль, да, хотя вот здесь немного другой космический элемент. Можно сделать, например, таким образом. Ну и здесь какой-нибудь еще там телефон будет, кнопка «Заказать презентацию» сливается, иллюстрацию вытащить куда-нибудь. Так, смотрим. Какой-то вот такой хочется элемент, пожалуй, сделать. Давайте посмотрим, что у нас получается. У нас получается такой вот простенький сайт, который мы сделали, наверное, чуть меньше, чем за час. В общем, у нас получился такой сайт, вполне неплохой. Здесь, конечно, смешение стилей, есть куда расти над иллюстрациями, над стилистикой, и подвигать что-то, и фотографии сделать нормальные. Но, тем не менее, такие сайты некоторые фрилансеры прям продают за 100, за 50 тысяч, не знаю, у кого как хватает возможностей и навыков к продажам. Давайте еще раз покажу. Вот таким сайт получился. Причем все иллюстрации бесплатные, все там нагенерил через GPT-шку или что-то еще. Конечно, там другая история это все сверстать, но такие проекты действительно покупают там за 100 тысяч и более. Надеюсь, видео было для вас полезным. Подписывайтесь, задавайте вопросы, что здесь непонятно, тоже спрашивайте, отдельно разберем. И не забывайте жмакать кнопочки, ставить лайки и так далее. Всем пока!